Братишки и сестренки, друзья и зрители моего канала, продолжая рубрику с нуля до према за 24 часа, посмотрим на заработок благодаря скипу Карапта. Я создам стартовый капитал для закупки билдов, после чего отправлюсь в город Корлеон, где мы с вами и посмотрим, сколько же нам принесет прибыли данная активность. Сразу скажу, что данная активность очень прибыльна за счет скорости фарма проклятых подземелий. За 5 минут мы зачищаем Карапт и переходим в другой. При вторжении к нам время увеличивается всего на 2 минуты. И составляет суммарно 7 минут скипа и зачистки, благодаря чему за час мы сможем закрыть 10-12 проклятых подземелий. Заработок в среднем без према будет составлять 150-400 тысяч за заход. С премом заработок будет от 250 и до 600 тысяч в среднем за заход. Все будет зависеть от того, сколько нам будет попадаться книжных стеллажей и количества инфейма, что мы заработаем. И да, без сарказма, конечно же, вы у меня просто самые крутые братишки и сестренки, которые не только смотрят мои новостные ролики с грядущими обновлениями и патчами, но и сами читают патчноуты на официальных ресурсах проекта. И вы на все 1000% правы, что с обновлением глубин бездны и его патчами убрали привязку лута к инфейму. Так действительно написано. Вот только разработчики забыли сказать об этом самому проекту и миру Альбиона, потому, конечно же, смотри дату выхода ролика, но на данный момент все еще старая тенденция, чем больше инфейм, тем больше лута в сундуках. Явный пример покажу при открытии сундуков. А также затронем такие темы, как использованный мною билд, его способности, наглядно рассмотрим стартовые механики скипа и нюансы, связанные с PvE и PvP аспектами процесса. Конечно же, с наглядными примерами, и в конце узнаем победителя прошлого ролика, условия для получения и сам приз в этом ролике. Ну и итоги данной активности с ее прибыльностью. Для вашего удобства сделаны тайм-коды. Всем позитивного времени суток, вы на канале EvilFluff, устраивайтесь поудобнее и мы начинаем. Как всегда, по стандарту, за 29 игровых минут создаю персонажа и попадаю в день сурка. Просыпаюсь на пляже, закупаю мулов перед отправкой в крепость еретиков. В этот раз отправная точка будет из города Люмхурст. И да, я играю ради удовольствия и желания помочь новым игрокам. Кому удобно, может пропускать обучение журнала Альбионов. Я по стандарту выбираю испытание авантюриста. Ведь все равно придется пинать мобов, открывая 4-й тир ношения предметов. Так что почему бы не делать это по заданиям? Мне так побольше нравится. Выполняю все задания и получаю 3-дневный прем. Я отправляюсь скипать охотника, ведь для следопыта у меня не хватает ИП, поскольку нет серебра на закупку нужных предметов. В среднем за один скип охотника у меня выходит заработать по 80-100 тысяч за заход. Скипая все данжи в частичном 3-м тире предметов, отыграв суммарно 4 часа и 3 минуты, распродал все в люме и перебрался в Корлеон, просто прыгнув голым через планировщика путешествий. На балансе у меня 1 миллион и 132 тысячи серебра, в банке тоже пусто. Получением всех плюшек журнала Альбиона я также займусь уже в городе Корлеон, прилетев в который я выкладываю в банке подарочный прем и книги интуиции для прокачки мастерок будущего билда. Сумки с серебром открываю и продаю карту с королевским ключом, закупая на рынке Корлеон 3 билда для скипа. Решил перестраховаться, а то цены здесь нестабильны. И повысив качество предметов, имея на балансе после всех манипуляций всего 271 тысячу, я отправился в логово антиквара, через которое и буду скипать карапты. Но прежде, чем познакомиться с механикой скипа, рассмотрим используемый билд. Из оружия я использовал парные мечи, что обладают достаточной мобильностью и уроном. На Q используем героическое рассечение, что позволяет наносить урон по всем мобам и быстро накапливать героические заряды. Ведь мобов по 3 штуки, что стоят рядом, или можно собрать довольно много. Плюс постоянное увеличение скорости бега. На W берем вихрь клинков, что позволит наносить большой урон мобам, но будет поглощать 1 героический заряд. А также делает нас более мобильными, не говоря уже о возможности комфортного преодолевания ловушек. Из пассивных способностей глубокие раны, что позволит быстрее убить боссов на сундуках. Е. Крутящееся лезвие позволяет нам перепрыгивать ловушки, наносить урон по площади и задев хотя бы одного врага, будем бафать свою скорость атаки и урон от обычных атак на 4 секунды. На голову берем колпак чародея со способностью огненное дыхание, что позволит наносить урон в зоне конуса перед собой всем задетым врагам, ускоряя ПВЕ зачистку мобов. При вторжении к нам противника ставим силовое поле, чтобы отталкивать противника от себя. Из пассивных способностей агрессию для увеличения урона.
На тело берем мантию культиста, что будет восстанавливать нам здоровье и энергию в процентном соотношении в течение 4,5 секунд, а также повысит наше сопротивление урону из пассивных способностей агрессии. На ноги берем любую ткань со способностью энергичная пробежка для восстановления энергии, из пассивных способностей грузоподъемность, в случаях, когда жаба сказала свое веское слово и у нас перевес. Но лучше так не делать и всегда брать агрессию для увеличения урона и скорости зачистки карапта. Плащ обычная шторка для заглушки слота. Из еды берем супы, что повышают скорость восстановления здоровья, и намного дешевле седьмых самов, что резко подорожали из-за бана ботов в Альбионе. В слот зелий берем эликсиры здоровья, либо ваши предпочтения, как и с едой. Тир сумки по вашему желанию. Маунтов мы, конечно, не берем, ибо бесполезен, если без пассивки грузоподъемность, и сделает только дороже билд. В целом, мы в логове и тут аук с банком, благодаря чему маунт с грузоподъемностью точно не нужен. Теперь рассмотрим механики скипа с его нюансами и полезными мелочами. Для тех же, кому не нравится данный билд, сможет с легкостью подобрать другой, благодаря функции Арсенал, где содержатся актуальные билды с их вариативными сборками и показателями эффективности. Напишите в комментариях, нужен ли вам отдельный ролик с гайдом на Арсенал и его функционал. Скип довольно прост по своей механике и принципу. В Корлеоне заходим в логово антиквара, находим вход во врата ада. Нам нужно 900 ИП предметов, не средних, а именно базовых. И отправляемся в проклятые подземелья. При появлении нас будет встречать обелиск. Мы не трогаем его и проходим незаметно мимо, не активируя его. Таким образом, если и закинет кого, то только к нам. Тем самым уменьшаем себе шанс ПВП встречи. Далее смотрим на карту и быстро оцениваем свой маршрут. Нам нужно будет забрать 2 точки с сундуками и всех мобов по пути между ними. Всего 2 карты, на которых мне удобно забирать все 3 сундука. Маршрут при этом выглядит примерно так. Одна из них на карте, вторая на ваших экранах. В остальных случаях я забираю 2 сундука с финальным боссом и отправляюсь в следующий карапт. Стрелки указывают направление моего движения, красные точки с боссами и сундуками, что они сторожат, зеленые с местами вероятного появления обелисков, 3 из которых нам нужно будет разбить, чтобы противника выкинуло из нашего карапта. В правом верхнем углу мы видим счетчик очков. Набрав 500 единиц, наш карапт закроется и появится финальный босс с 4-м сундуком, обозначенный желтой точкой на карте, что показано было ранее. Для охотника нам нужно будет набрать 100 очков, а для убийцы 2000. Подробнее о принципах скипа в роликах по ссылочкам в описании. При вторжении к нам противника у каждого будет свой алгоритм действий. Я же действую в зависимости от противника и его расположения. Разбиваю ближайший ко мне кристалл, после чего, если нет противника на горизонте, то отправляюсь через мобов ко второму. И по настроению могу пойти на пофиг бить 3-й обелиск. Даже если противник рядом, можно бегать сквозь мобов, но в таком случае можно нарваться на противника, а мобы просадят нас по хп. Как во втором примере. Опасность еще и в том, что если против нас будет молот или шест, то он сможет нас застанить в мобах, и мы будем лутать лишний урон. Чаще всего я либо и вовсе не встречаю противника, если есть предварительная информация на карте, где он может быть, либо разбиваю ближайший кристалл и после того, как противник подходит ко мне, начинаю убегать от него в удобную для меня сторону. Но тут сколько людей, столько и мнений, еще и скидку на использованный вид оружия и его особенности нужно делать. Со временем, попробовав поскипать, сами поймете, как вам удобнее действовать. Главное получать удовольствие от процесса, скипая кому как хочется и нравится, субъективно. И предлагаю посмотреть на лут самих сундуков. Касательно заработка, я озвучил цифры выше, пример с премом и без према. В любом из случаев с ростом инфейма растет и лут в сундуках. При этом этот лут уменьшается только с потерей инфейма при смерти. За все 24 часа скипа я умер всего один раз, благодаря прекрасному соединению и всеми любимыми реконнектами, когда даже на ЗВЗ вылетает по полпака с обоих сторон. И вот лут в сундуках упал вниз только после смерти. Все остальное время, хоть мы играем с премом, хоть без, лут в сундуках только растет, как и общий заработок.
не считая тех моментов, когда нам попадается 2-3 сундука с книгами. Было и такое. Даже пару легендарок удалось отыскать, правда лут в них глобально обнять и плакать, но в моменте для нового аккаунта и персонажа, что только начал свой путь, да еще и без према, считаю вполне неплохим. А вдруг тебе надоело играть в соло и хотелось бы попробовать весь спектр группового контента, или возможно ты ищешь место, где можно найти надежную компанию для походов по авалонским голдплитам, зачисткам авалонских карт, получить опыт в СС, МС, ЗВЗ, осадах или защитах замков, конечно же с получением ценных наград. Тогда гильдия Енот самое то, где можно принять участие во всех возможных активностях. В качестве бонуса можно принять участие в осадах и защитах клаймов по желанию, где у каждого есть шанс стать частью эпического, доселе невиданного закулисья Альбиона, которое происходит каждый день вне поля твоего зрения и понимания. В гильдии Енот ты узнаешь не только закулисье мира Альбиона, но и узнаешь, как преодолевать пространственные аномалии и постигнешь пространственно-временной континуум. Таймера гильдии 12 и 14 по UTC. Все подробности в приемке. Ссылочка на Discord в описании. Ах да, чуть не забыл, в гильдии присутствует full компенс система The Guild таймера, что позволит тебе набраться опыта, не теряя свое серебро. Бонусом перевозки в Корлеон, ивенты и многое другое. И прежде чем продолжить, хочу еще раз поздравить игрока с ником Саката с победой в прошлом ролике рубрики, где он, проявив свою внимательность, правильно указал количество спрятанных пантер в ролике, за что и получил в качестве приза 3-2 успокаивающее зелья в количестве 320 штук. В данном ролике вам нужно будет указать количество встреченных котов, что будут появляться в ролике. Для победы вам нужно указать в одном комментарии время их появления в ролике и количество. В качестве подсказки и самопроверки вы сможете поучаствовать в викторине ролика и оттуда узнать правильное проверочное количество спрятанных котов, прежде чем указывать их количество в комментарии. В качестве приза победитель получит сет, что я использовал, но уже в 4-4 тире и отличном качестве. Всем внимательности и удачи! В итоге, отыграв 20 часов и 20 минут, прем стоит 27 миллионов ровно. У меня получилось заработать благодаря скипу и продаже лута на черном рынке 23 миллиона и 161 тысячу серебра чистыми. Плюс лут в банке в виде сетов. Отчасти тут все будет зависеть от рандома и количества заработанного инфейма. Чер быстро скупал всю лутину с караптов в любом количестве, качестве и тире с зачарованием. На все про все у меня ушло 4 дня. Параметры персонажа вы видите на экране. Славы заработано более 8,5 миллионов. Напоминаю, что слава с книг интуиции сюда не входит. Инфейма более 35 тысяч. Нет убийств и есть одна смерть. Но поскольку случилось во время реконнекта, она не отображается в статистике персонажа. Мне удалось накопить 417 очков обучения, прокачать ношение в 100, а мастерки предметов до 77 уровня и мантии в 75. Из-за того, что не сразу ее купил, наравне с остальными предметами. И согласен с вами, у нас не хватает еще 3 миллионов и 800 тысяч. Но и напоминаю вам, что у нас в запасе 3 часа и 40 минут, за которые заработать данную сумму не составит какого-либо труда. Подтверждение тому комментарии зрителей, что и натолкнули меня на данный тест. Ник персонажа, кстати, мы помним Яти. Немногие поймут, но старички, думаю, оценят. Жаль только, что на его любимых топорах не получилось поскипать, ибо печаль беда с ними сейчас. Все заработанное я, как всегда, перевожу в золото и удаляю персонажа с аккаунта. В следующих выпусках протестируем заработок на PvP в караптах, на следопыте и посмотрим, сколько же нам удастся заработать на перекупке все с нуля новыми персонажами. Пишите свои вопросы, предложения и дополнения в комментариях, а можем там сами, как всегда, пообщаться или что-то обсудить. К примеру, сколько у вас получалось заработать на скипе и какое время на это вы затрачивали. Конечно же, с любимыми вами билдами для этих занятий. Как всегда, отвечаю на все комментарии. Оценивать же данную работу своим всепродвигающим лайком или нет, решать только вам, как и подписка на канал. Приятной нам игры и только позитива в процессе. Всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. До новых встреч!